Контейнеровоз МСК «Зои» в шторм потерял 345 контейнеров. Грузовое судно, попавшее в шторм, потерял 345 контейнеров, 3 из которых могли содержать высокотоксичный материал. Грузовое судно МСК «Зои» было одним из крупнейших контейнеровозов в мире на момент постройки в 2015 году. Это третий из серии судов. При длине 395 метров «Зоя» имеет осадку 16 метров. Он имеет вместимость 199 272 тонны. В ночь 1 января 2019 года контейнер МСК «Зои» попал в шторм. Во время шторма судно МСК «Зои» подверглось сильному действию ветра и волнения, что требовало особых мер по управлению судном. Из-за ускорения и качения корабля контейнеры находились под огромным давлением, что привело к обрушению нескольких штабелей и потере груза за борт. Было потеряно более 345 контейнеров в Северном море. Из них приблизительно 297 контейнеров потеряны к северу от голландского острова Амиланд, остальные несколько часов спустя к северу от немецкого острова Баркум. 19 контейнеров и их содержимое, включая органические пероксиды, детские игрушки, обувь, сумки, подушки, стулья, телевизоры и пластиковую упаковку, были выброшены волнами на берег на голландских островах Влиеланд, Тершелинг, Амиланд и Шермоникок и на немецкий остров Баркум в Вадензе, охраняемый биосферный заповедник ЮНЕСКО. В результате шторма судно потеряло 345 контейнера, что привело к крупномасштабному загрязнению моря и островов Ваден. Совет по безопасности Нидерландов попросил исследовательский институт Делтерес и морской научно-исследовательский институт Нидерландов МЕРЕН оказать помощь в расследовании. В Германии и Нидерландах провели поиск до 345 морских контейнеров, потерянных в море грузовым судном, попавшим в шторм, заявив, что некоторые из них перевозят опасные материалы. Мешок с веществом выброшен на берег на голландском острове. Корабль, потерявший контейнеры, МСК «Зои», прибыл в немецкий порт Бремерхафен рано утром в четверг. Судно, которое в последний раз заходило в Синиш, Португалия, потеряло часть груза в среду во время шторма у северного побережья Нидерландов и Германии. Центральное командование по чрезвычайным ситуациям на море Германии было заявлено, что власти установили, что не более 3 пропавших контейнеров содержали опасное вещество, но ни один из них еще не был обнаружен. Солдаты армии Нидерландов принимали участие в очистке береговой линии Схермоникога 4 января 2019 года на голландском Фрисском острове. Власти Германии заявили, что большая часть контейнеров обнаружена и находилась в водах Нидерландов. Для поиска затонувших контейнеров в Северном море использовались специальные корабли, оборудованные гидролокаторами. Разрушенные контейнеры лежали на борту контейнеровоза МСК «Зои» после прибытия в порт Бремерхафена, Германия, 3 января 2019 года. Официальные лица в обеих странах предупредили общественность держаться подальше от контейнеров. Центральное командование Германии по чрезвычайным ситуациям на море обнаружило электронные экраны и упаковки, вымыты на немецкий остров Баркум после того, как большое количество товаров прибыло на берег в Нидерландах. Оператор судна МСК Mediterranean Shipping Company заявила, что очень серьезно относится к этому инциденту, как с точки зрения воздействия таких аварий на окружающую среду, так и с точки зрения любого ущерба, нанесенного грузом клиентов. Он сказал, что сотрудничает с местными властями во всех аспектах уборки. Полиция Бремерхафена выясняла причину аварии. Согласно МСК, значительный прогресс был достигнут в операции по очистке после назначения ряда компаний для очистки пляжей пострадавших островов.
С спасательной компанией Ardent был заключен контракт на поиск и восстановление контейнеров, которые были потеряны в море. Учитывая, что компания подтвердила, что 21 полный контейнер был выброшен на пляж, а компания Netherlands Kustwacht, голландская береговая охрана, подтвердила FreightWaves, что другие контейнеры не плавают в этом районе, возможно, затонуло более 220 контейнеров. Представитель МСК сообщил FreightWaves, что с владельцами грузов связались и клиенты компании были в курсе последних событий, чтобы определить, какой груз был утерян, а какой в целости и сохранности. Один военно-морской архитектор объяснил, что штабели контейнеров на Меделе рушатся необычно. Он сказал, что наибольшие ускорения происходят в носовой и кормовой частях, и обычно именно в этих областях теряются контейнеры. Совет по безопасности Нидерландов попросил исследовательский институт Делтерес и морской научно-исследовательский институт Нидерландов МЕРЕН оказать помощь в расследовании, что могло вызвать потерю контейнеров над Ваденскими островами. В результате исследования выяснили, что возле Веденских островов очень мелководно. Прибойные волны могут ударить по борту корабля, в результате чего большая восходящая струя воды достигнет контейнеров, которые находятся на высоте от 20 до 40 метров над поверхностью моря. Это называется зеленая вода, так как это массивная морская вода, а не просто белая пена на ветру. Эта массивная зеленая вода попадает на дно и стенки контейнеров. В результате они могут быть повреждены, но целые стопки контейнеров также могут быть опрокинуты, как домино. Если МЕРЕН сравнивает места на судне, где наблюдаются воздействия зеленой воды, с поврежденными рядами контейнеров на судне, вполне вероятно, что воздействие зеленой воды сыграло роль в потере контейнеров. Также по корпусу корабля может нанести удар волна прибоя. Это может привести к возникновению вибрации по всему судну, повреждению контейнеров и найтовов. Чтобы предотвратить подобные катастрофы в будущем, важно изучить другие типы и размеры судов, которые ходят в этой загруженной зоне.